Любовь моя, очень много вопросов о проблеме деградации. Можно ли поподробнее? Всегда, пожалуйста. Вы знаете, для вас, любимых, ничего не жалко, во-первых. Я вам так скажу. Наверное, это и есть то, из-за чего сейчас практически происходит такое разрушение мира. Потому что, вот обратите внимание, даже 150 лет назад проблем было много. Но вот честно ответьте на вопрос, было ли так плохо на тему человеческих отношений? Люди были намного добрее во всем мире. Войны были также, но люди были другие, понимаете? А почему это происходит? Потому что деградация. Люди деградируют. И это очень сложно не поддаться на вот эту проблему, да, не реагировать на нее. Вот смотрите, значит, во-первых, решается все просто. Спасибо, ребята. Во-первых, решается все просто. Это выбор, каждодневный выбор. Значит, у вас, например, возникает вопрос. У меня в сутках 24 часа. Я на работу трачу столько-то, на сон трачу столько-то, на покушать я трачу столько-то, на домашние дела я трачу столько-то, на воспитание детей я трачу столько-то, на душ, какие-то гигиенические вещи я трачу столько-то, на закупку продуктов, продукции, чего угодно я трачу столько-то. И вот это все попытайтесь расписать в своей жизни, просто ради интереса. И попытайтесь хотя бы вот в это вот запланированно воткнуть время на развитие. Вот прям возьмите, у меня утром, например, есть 15 минут, пока я зубы чищу, а почему бы мне не пойти на канал развития, на который я уже подписана или подпишусь, да, и почему бы мне не послушать 10 минут видео? Понимаете? Вы сделали два добрых дела. Вы почистили зубы, вы улучшили свою гигиену, и вы почистили мозги. Понимаете? Вы что-то доброе, хорошее, вечное для себя взяли. И вот такое вот дело, оно вам позволит в этой жизни не деградировать самим. То есть очень простая система. Во-первых, найдите время для развития, что-то почитать, что-то посмотреть, да. Найдите время на визуализацию, это очень обязательно. Вы должны иметь цели в жизни. Человек без цели – это первый кандидат на деградацию. Значит, второе, это вот самое главное, да, почему нужны цели? Ну, потому что, когда вы куда-то идете, вы развиваетесь. А если вы ни к чему не стремитесь, вы сидите на месте, и вы не развиваетесь. А значит, деградация неизбежна. Третье, да, посмотрите повнимательнее, что и как вы делаете. Просто понаблюдайте за собой. Например, а могу ли я вот это не делать, например, не смотреть до бесконечности ТикТок? Ну, поставьте себе ограничения. Я буду смотреть не больше там 3 каких-то там роликов. Или, например, телевизор. Только с пользой. Понимаете? Делайте выводы. У вас есть, например, какая-то возможность посмотреть какую-то передачу. Например, она не самая высокоморальная передача, но почему-то вам прям так охота ее посмотреть. Посмотрите, но сделайте развивающий вывод. То есть посмотрели и сказали, мне так не надо. Чувствуете, да? То есть вы отрицательное перевели в положительное. Или, например, вы что-то в этой жизни вспомнили. У каждого у нас есть какой-то груз чего-то плохого. Вы вспомнили, вы посмотрели, вам грустно, вы всплакнули. Позвольте себе какое-то время в этом поплавать, не буду говорить в чем, да, в отрицательных эмоциях. Потом слезки вытерли, и что вы делаете? Ага, отправьте это в прошлое. Поблагодарите этот опыт,
потому что вот благодаря этому плохому опыту я чему-то в этой жизни научился. И слава Богу, что это все в прошлом. А сегодня я другой человек, и поскольку я сделал правильные выводы, какое счастье, я стал лучше. То есть в повседневной жизни каждый день вы должны принимать решения. Вы должны принимать правильные решения. Вот это вот, я сейчас вот там сяду кино смотреть. Какая у меня жизненная необходимость его смотреть? Найдите причину. Все должно быть по какой-то причине. Не делайте бесцельно ничего. Все делайте с целью. И тогда ваше развитие автоматически пойдет вверх. Почему? Потому что там поток, потому что там вы развитая личность, а там уже о вас так позаботятся, что вы никогда не пожалеете о том, что вы тратили на это усилие, время и фокусировались. И самое главное, по личному опыту я хочу вам сказать, поделиться опытом, да, когда я начала жить в потоке, я поняла одно единственное, у меня одно сожаление, как жалко, что я все это отрицала до этого. Я бы могла быть более продуктивным человеком, я бы могла помогать больше людям, понимаете? Я бы меньше времени, усилий и каких-то там своих ресурсов тратила бы на то, что мне не надо. Потому что как только я начала жить в потоке, моя жизнь просто вот раз и перевернулась, понимаете? Соответственно, я и вам того желаю. Вам не нужны ненужные люди, вам не нужны ненужные события, которые вас расстраивают, да? Хотите смотреть новости? Ну, посмотрите для того, чтобы, например, облегченно вздохнуть, что у вас как все хорошо. Но по большому счету, всегда помните, вот то, что я сейчас посмотрю, увижу, прочитаю или с кем-то я пообщаюсь, я стану лучше или я стану хуже? И тогда вы поймете через какое-то время, что деградация не так уж как бы страшна для вас, потому что вы пошли вверх. А какое самое главное в этом всем, когда люди увидят вас, может быть, и они задумаются. Или помните, мы как-то про зависть разговаривали? Они увидят вас, и они спросят, как вы этого добились, как вы это сделали. И что произойдет? Правильно, они тоже станут лучше. Исчезнут такие вещи в вашем окружении, как зависть, недоброжелательство, агрессивность, насилие. Ну и, конечно же, что хочу пожелать? Думайте, размышляйте, стремитесь и становитесь людьми хорошими, которые делают хорошие поступки, принимая хорошие правильные решения. Потому что типов людей немного. Вот попробуйте себя определить, кто вы сейчас. Есть плохие люди, которые всегда совершают плохие поступки. Есть плохие люди, которые иногда совершают хорошие поступки. Есть хорошие люди, которые иногда совершают плохие поступки, да? И есть хорошие люди, которые всегда совершают хорошие поступки. Постарайтесь проанализировать себя и решить, кто вы, и понять, есть ли куда стремиться. Мы, конечно, понимаем, что сейчас все скажут 100%, ой, да я лучше всех. Но вас же никто не спрашивает говорить об этом. Вы сами с собой поболтайте на чистоту. Ну и удачи вам. Всех люблю, целую. Пока-пока.